Добрый вечер, друзья! Сегодня мы находимся в Таиланде. Читать будем книгу ту же самую. Гарри Поттер. Ага. Гарри Поттер и Орден Феникса. С нами все, и даже папа. Йоу, акция на ваши лайки. Да. Читаем из Таиланда. Глава 21. Глазами змеи. В воскресенье утром, утопая по колено в снегу, Гермиона снова побрела к хижине Хагрида. Рон и Гарри хотели пойти с ней, но гора домашних заданий достигла у них пугающей высоты, и они неохотно остались в гостиной, стараясь не обращать внимания на веселые крики, доносившиеся снизу, где ребята катались на коньках по замерзшему озеру, ездили на санках, и самое обидное, заговаривали снежки, чтобы они долетали до самого верха Гриффиндорской башни и удалялись в окна. В конце концов Рон потерял терпение, высунулся в окно и заорал: «Эй, я староста, если еще хоть один снежок попадет в окно...» «Уй!» Он быстро убрал голову, лицо было залеплено снегом. «Это Фред и Джордж! Уроды!» И захлопнул окно. Гермиона вернулась от Хагрида только к обеду, слегка дрожа в промокшей до колен одежде. «Ну?» — сказал Рон, подняв голову при ее появлении. «Составила ему программу занятий?» «Попыталась», — уныло ответила она и опустилась в кресло рядом с Гарри. Потом вытащила палочку, произвела ею замысловатое движение, так что из конца хлынул горячий воздух, и направила ее на свою мантию, от которой сразу пошел пар. Его даже дома не было, когда я пришла. Чуть не полчаса стучалась, потом притопал из леса. Гарри застонал. Запретный лес кишел созданиями, из-за которых Хагрида, скорее всего, и уволят. «Кого он там держит? Не сказал?» «Нет, говорит, что хочет сделать нам сюрприз». Я пыталась объяснить ему про Амбридж, но он просто не понимает. Говорит, что только ненормально предпочтет изучить Нарлов или Химер. «Нет, не думаю, что он завел Химеру», — поспешила сказать она, увидев испуг на лицах Гарри и Рона. «Это не значит, что он не пробовал. Как я поняла из его слов, их яйца трудно достать. Не знаю, сколько раз я ему сказала, что лучше ему следовать программе Грабли-Дерк. По-моему, он половины сказанного не пожелал услышать. Он в каком-то странном настроении, не желает говорить, где поранился». Появление Хагрида за столом преподавателей во время завтрака не все ученики встретили с восторгом. Некоторые, как Фред, Джордж и Ли, с радостными криками побежали между столами Гриффиндора и Пуффендуя пожимать его огромную лапу. Другие, как Парвати и Лаванда, обменивались хмурыми взглядами и качали головами. Гарри знал, что многие из них предпочитают уроки профессора Грабли-Дерк, и хуже того, в глубине души понимал, что для этого есть основания. Интересное занятие в представлении Грабли-Дерк не обязательно должно быть связано с риском, что кому-то откусят голову. И во вторник, основательно закутавшиеся от холода, трое друзей шли на урок к Хагриду с тяжестью на сердце. Гарри беспокоился не только из-за сюрприза, приготовленного Хагридом. Он не знал, как поведут себя остальные ученики, в особенности Малфой, с приспешниками, если урок будет проходить под наблюдением Амбридж. Однако, пока они брели по глубокому снегу, генерального инспектора видно не было. Хагрид один ждал их на опушке запретного леса. Зрелище он представлял собой неутешительное. Ушибы лиловые в субботу вечером окрасились в зеленые и желтые тона. Некоторые раны по-прежнему кровоточили. Гарри недоумевал, что за ядовитое создание напало на него, если раны до сих пор не заживают. И в довершении зловещей картины на плече у Хагрида лежало нечто, похожее на половину коровьей туши. Мама, я хочу кусать. «Тебе придется потерпеть, Яночка. Хорошо?» «Сегодня занимаемся здесь?» — радостно встретил Хагрид учеников, кивнув головой в сторону темных деревьев. «Поукромнее будет, да и они больше любят темноту». «Кто это там любит темноту?» — услышал Гарри голос Малфоя, в котором звучали панические нотки. Малфой обращался к Крэбу и Гойлу. «Кто он, сказал, любит темноту? Не слышали?» Гарри помнил только один случай, когда Малфой вошел в запретный лес, и показал он себя тогда не очень большим храбрецом. Гарри усмехнулся после матча. По квиддичу он не против любой неприятности для Малфоя. «Готовы?» — весело спросил Хагрид, обводя взглядом учеников. Лесную прогулку приберегал для вашего 5-го года. Ну, теперь пойдем посмотрим на этих животных в естественной среде обитания. Значит, кого мы изучаем сегодня? Они довольно редкие. Я, думаю, только один в Британии сумел их приручить». «А вы уверены, что приручили?» — совсем уж испуганно спросил Малфой. «А то ведь вы не раз уже давали нам диких животных». Среди слизеринцев пробежал одобрительный шумок. Да, и у некоторых гриффиндорских
Было такое выражение на лицах, будто Малфой высказал их опасения. «Конечно, приручил», — насупясь сказал Хагрид и поправил на плече сползшую кровью тушу. «Что же тогда с лицом?» — допытывался Малфой. «Не твое дело», — рявкнул Хагрид. «Если кончили с дурацкими вопросами, идите за мной». Он повернулся и зашагал в лес. Ребята явно не горели желанием следовать за ним. Гарри посмотрел на Рона и Гермиону. Они вздохнули, но ответили на его взгляд кивком, и втроем они первыми двинулись за Хагридом. Шли минут 10 и остановились перед чащей, такой густой, что под деревьями царили вечные сумерки, и совсем не было снега. Крякнув, Хагрид свалил тушу на землю, отступил назад и повернулся лицом к ребятам. Многие еще плелись, переходя от дерева к дереву, и нервно озирались, словно в любую минуту на них могли напасть. «Собирайтесь, собирайтесь», — подбадривал Хагрид. «Их привлечет запах мяса, но я все равно позову. Им приятно слышать, что это я пришел». Он повернулся, тряхнул косматой головой, чтобы отбросить волосы с лица, и издал странный пронзительный вопль, огласивший дебри, словно крик какой-то чудовищной птицы. Никто не засмеялся, большинство ребят просто онемели от испуга. Хагрид снова завопил. Ребята робко озирались, заглядывая за деревья, ожидая появления чего-то неведомого. И когда Хагрид третий раз тряхнул головой и набрал воздуху в исполинскую грудь, Гарри толкнул локтем Рона и показал на черноту между корявыми тисами. Из сумрака к ним приближались пара белых светящихся глаз, потом обозначилась драконья морда, шея и, наконец, скелетообразное тело громадной черной крылатой лошади. Секунду она оглядывала ребят, взмахивая длинным черным хвостом, потом наклонила голову и острыми клыками стала отрывать куски от коровьей туши. Гарри вздохнул с глубоким облегчением. Наконец-то подтверждение тому, что они ему не померещились. Хагрид тоже о них знает. Он с любопытством обернулся к Рону, но тот по-прежнему вглядывался в чащу, а через несколько секунд прошептал: «Почему он больше не зовет?» У большинства учеников на лицах было такое же недоумение и настороженное выражение, как у Рона, и смотрели они куда угодно, только не на лошадь. Лишь двое ее увидели. Тощий слизеринский парень позади Гойла с отвращением смотрел, как она ест, да Невилл, наблюдавший за взмахами длинного черного хвоста. «А вот идет еще один», — с гордостью объявил Хагрид, и между деревьями появилась вторая черная лошадь и прижала к телу перепончатые крылья, наклонила голову и стала рвать мясо. «Ну-ка, поднимите руки. Кто их видит?» Радуясь, что наконец-то ему откроется тайна этих лошадей, Гарри поднял руку. Хагрид кивнул. «Да-да, я знал, что ты увидишь, и ты тоже, Невилл, да?» «И... извините», — злобно сказал Малфой, «но что именно, по-вашему, мы должны увидеть?» Вместо ответа Хагрид показал на коровью тушу. Несколько секунд все смотрели на нее, потом кто-то ахнул, а Парвати завизжала. Гарри понял, почему. Куски мяса отрывались от костей и растворялись в воздухе. Картина действительно необычная. От чего это происходит? Парвати в ужасе отступила за ближайшее дерево. Кто его ест? Фестрады. Нет, фестралы. Гордо сказал Хагрид, и Гермиона тихо охнула за плечом у Гарри. Ей это слово что-то говорило. У Хогвартса здесь целый табун. Но кто знает? Они же очень несчастливые, перебила его испуганная Парвати. Приносят всякие ужасные несчастья тем, кто их увидел. Профессор Трелони сказала мне однажды. Хагрид усмехнулся. Нет, это просто суеверие. Не приносят они несчастья, а они страсть какие умные и полезные. Конечно, эта порода не очень-то рабочая, только школьные кареты возят туда-сюда. Да если Дамблдору надо куда-то подальше, а переноситься не хочет. Глядите, вот еще пара. Еще две лошади тихо вышли из чащи, одна прошла совсем близко к Парвати, та вздрогнула и прижалась к дереву со словами. «Кажется, я что-то почувствовала, кажется, он рядом». «Ты не бойся, он тебя не обидит», — терпеливо сказал Хагрид. «А теперь кто мне скажет, почему одни их видят, а другие нет?» Гермиона подняла руку. «Ну говори», — обрадовался Хагрид. «Фестралов могут видеть только те, кто видел смерть». «Правильно, молодец», — торжественно произнес Хагрид. 10 очков Гриффиндору. Фестралы, значит, хе-хе. «А, здрасте», — с улыбкой сказал Хагрид, обнаружив источник звука. «Вы получили записку, которую я прислала утром к вам на дом?» Как и в прошлый раз, громко и раздельно произнесла Амбридж, словно обращалась к иностранцу, причем тупому. «С удивлением, что буду инспектировать ваше занятие». «С уведомлением, что буду инспектировать ваше занятие». «Да-да», — бодро подтвердил Хагрид. «Рад, что вы нашли нас. Вы это, не знаю, вы их видите? Сегодня у нас фестралы». «Простите?»
громко сказала Амбридж, приставив к уху ладонь. «Что вы сказали?» Хагрид немного смутился. «Ну, фистралы», — гаркнул он. «Ну, знаете, такие большие лошадки с крыльями». Для наглядности он помахал своими ручищами. Профессор Амбридж подняла брови и стала писать в блокноте, сопровождая это бормотанием. «Вынужден прибегать к примитивному языку жестов». «Ну так это...» Хагрид, несколько волнуясь, снова обратился к ученикам. «О чем я говорил?» «По-видимому, легко терять ритм изложения», — бубнила Амбридж, но достаточно громко, чтобы слышали все. Драко Малфой маслился так, словно Рождество наступило на месяц раньше. Гермиона же, напротив, побагровела от гнева. «Ага, ну да». Хагрид бросил виноватый взгляд в сторону блокнота, но мужественно продолжал. «Я хотел вам рассказать, как мы обзавелись этим табунком. Начали мы с одного самца и 5 самочек. Этот, значит, он потрепал по холке лошадь, которая появилась в первой. Зовется Тенебрусом. Он мой главный любимец, первый родился здесь, в лесу». «Вам известно, — громко перебила его Амбридж, — что Министерство магии отнесло фистралов к разряду опасных?» Сердце у Гарри упало камнем, но Хагрид только засмеялся. «Фистралы не опасные. Конечно, куснуть тебя могут, если ты им сильно досадишь. Проявляют признаки одобрительного отношения к насилию», — пробормотала Амбридж, чиркая в блокноте. «Да полно вам!» Теперь Хагрид немного встревожился, ведь и собака вас укусит не ровен час, а у фистралов плохая репутация из-за всяких разговоров про смерть. Люди держали их за дурную примету. Просто не понимали, верно я говорю?» Амбридж не ответила. Она кончила писать в блокноте, потом посмотрела снизу на Хагрида и опять очень громко и медленно проговорила. «Пожалуйста, продолжайте занятия. Я похожу». Она изобразила ходьбу. Малфой и Пенси Паркинсон задохнулись от беззвучного смеха. «Среди учеников». Она показала на некоторых пальцем. «И задам им несколько вопросов». Она показала на свой рот, изображая разговор. Хагрид уставился на нее, не в силах вразуметь, почему она ведет себя так, будто он не понимает нормальной речи. У Гермионы от ярости выступили слезы. «Ведьма, старая злая ведьма!» – прошептала она, когда Амбридж подошла к Пенси Паркинсон. «Я понимаю, что ты задумала, гнусная, злобная, испорченная. Но так, ног...» Хагрид изо всех сил старался поймать потерянную мысль. «Да, фистралы. Да, у них много хороших качеств». «Как вам кажется?» – громко спросила Амбридж у Пенси Паркинсон. «Вы в состоянии понимать речь профессора Хагрида?» У Пенси Паркинсон, как и у Гермионы, были слезы на глазах, только она давилась от смеха и поэтому едва могла выговорить. «Нет, потому что это большей частью похоже на рычание». Амбридж записала в блокноте. Неповрежденная часть лица у Хагрида побагровела, но он старался вести себя так, как будто не слышал ответа Пенси Паркинсон. «Да, хорошие качества фистралов. Когда ты их приручил, как этих, ты уже никогда не заблудишься. Изумительно ориентируются. Только скажи им, куда тебе надо». «Ну да, если они понимают твою речь», — громко заметил Малфой, и Пенси Паркинсон снова согнулась пополам от смеха. Амбридж посмотрела на них снисходительно и повернулась к Невиллу. «Вы видите фистралов, не так ли, Долгопупс?» Невилл кивнул. «Кто при вас умирал?» — равнодушно спросила она. Мой дедушка». «И что вы о них думаете?» — она показала короткопалой рукой на лошадей, которые уже обглодали половину коровьей туши почти до костей. «Ну...» — нерешительно начал Невилл и оглянулся на Хагрида. «Ну, они хорошие». «Ученики запуганы настолько, что не признаются в своем страхе», — декламировала свою запись Амбридж. «Нет», — Невилл был явно расстроен, — «нет, я их не боюсь». «Ничего, ничего», — сказала Амбридж, похлопав Невилла по плечу и изобразив понимающую улыбку, которая показалась Гарри злобной гримасой. Она повернулась к Хагриду и опять заговорила громко и раздельно. «Ну что ж, я достаточно тут увидела. Вы получите», с таким жестом, как будто взяла что-то из воздуха, «результаты инспекции», показала на блокнот, «через 10 дней». Она растопырила 10 кургузых пальцев и с широкой, еще более жабьей, чем прежде, улыбкой двинулась прочь, оставив позади себя хохочущих Малфоя и Пенси Паркинсон, трясущуюся от ярости Гермиону и растерянного, огорченного Невилла. «Подлая, лживая, старая горгулья!» — бушевала полчаса спустя Гермиона, когда они возвращались в замок по коридорам, ими же протоптанным в снегу. «Вы поняли, к чему она клонит? Это ее помешательство на полукровках. Хочет представить Хагрида каким-то безмозглым троллем, а все потому, что у него мать была великанша».
Нечестно, урок был совсем неплохой. Конечно, если бы опять соплохвосты, а фестралы славные, в смысле для урока то, что надо. Амбридж сказала, они опасны, возразил Рон. Хагрид и сам сказал, что они умеют за себя постоять. Думаю, обычный преподаватель вроде Грабли-Дерк не показал бы их нам раньше, чем к экзаменам на жаба, а они ведь интересные, правда? Кто-то их видит, а кто-то нет. Хотела бы я их увидеть. Неужели? Тихо сказал Гарри. Да нет, только теперь дошел страшный смысл ее слов. Ой, Гарри, извини. Конечно нет, какой глупости сморозила. Бывает, не огорчайся. Я удивляюсь, сколько народу их видит, сказал Рон. Смотри, у нас целых 3. И мы удивляемся. Уизли, раздался позади злорадный голос. Неслышно ступая по снегу, позади них шли Малфой, Крэб и Гойл. Если бы при тебе кто откинул копыта, может, ты и Квофл увидел бы. Они с гоготом прошли вперед и через несколько минут затянули «Уизли, наш король!» Уши у Рона стали алыми. «Не обращай внимания, приговаривала Гермиона. Она вынула волшебную палочку и заклинание включила горячий воздух, чтобы растопить в снежной цепне тропинку к теплицам. Ну, на сегодня, наверное, все. Следующую часть этой главы почитаем в другой раз. А сейчас спокойной ночи, ставьте лайки. Всем пока-пока. Всем привет, добрый вечер, мы уже дома. Ставьте лайки, подписывайтесь. Продолжаем мы читать нашу 5-ю книгу Гарри Поттер и Орден Феникса. Остановились на середине 21 главы «Глаза Феникса». Так, подписывайтесь, не забывайте. Продолжаю читать. Амбридж записал в блокноте. Неповрежденная часть лица у Хагрида побагровела, но он старался вести себя так, как будто не слышал ответа Пенси Паркинсон. Да, хорошие качества фестралов. Когда ты их приручил, так этих, ты уже никогда не заблудишься. Изумительно ориентируются, только скажи им, куда тебе надо. Ну да, если они понимают твою речь, громко заметил Малфой, и Пенси Паркинсон снова согнулась пополам от смеха. Амбридж посмотрела на них снисходительно и повернулась к Невиллу. «Вы видите фестралов? Не так ли, Долгопупс?» Невилл кивнул. «Кто при вас умирал?» – равнодушно спросила она. «Мой дедушка. И что вы о них думаете?» Она показала коротколапой рукой на лошадей, которые уже обглодали половину коровьей туши почти до костей. «Ну», – нерешительно начал Невилл и оглянулся на Хагрида. «Ну, они хорошие». Ученики запуганы настолько, что не признаются в своем страхе, декламировала свою запись Амбридж. «Нет», – Невилл был явно расстроен. «Нет, я их не боюсь». «Ничего», – сказала Амбридж, похлопав Невилла по плечу и изобразив понимающую улыбку, которая показалась Гарри злобной гримасой. Она повернулась к Хагриду и опять заговорила громко и раздельно. «Ну что ж, я достаточно тут увидела. Вы получите», с таким жестом, как будто взяла что-то из воздуха, «результаты инспекции», показала на блокнот. «Через 10 дней». Она растопырила 10 круглых пальцев и с широкой, еще более жабьей, чем прежде улыбкой, двинулась прочь, оставив позади себя хохочущих Малфи и Пенси Паркинсон, трясущихся от ярости Гермиону, растерянного, огорченного Невилла. «Подлая, лживая, старая горгулья», бушевала полчаса спустя Гермиона, когда они возвращались в замок. По коридорам, ими же протоптанным в снегу. Вы поняли, к чему она клонит? Это ее помешательство на покровках. Хочет представить Хагрида каким-то безмозглым троллем, а все потому, что у него мать была великанша. Нечестно, урок был совсем неплохой. Конечно, если бы опять соплохвостые, а фестралы славные. В смысле, для урока то, что надо. Амбридж сказала, они опасны, возразил Рон. Хагрид и сам сказал, что они умеют за себя постоять. Думаю, обычный преподаватель вроде Грабли-Дерк не показал бы их нам раньше, чем к экзаменам на ЖАБА. А они ведь интересные, правда? Кто-то их видит, а кто-то нет. Хотела бы я их увидеть. Неужели? Тихо сказал Гарри. До нее только теперь дошел страшный смысл ее слов. Ой, Гарри, извини, конечно нет. Какую глупость я сморозила. Бывает, не огорчайся. Я удивляюсь, столько народу их видит, сказал Рон. Смотри, у нас целых 3. И мы удивляемся, Уизли. Раздался позади злорадный голос. Неслышно ступая по снегу, позади них шли Малфой, Краб и Гойл. Если бы при тебе кто-то откинул копыта, может, и ты Квофл увидел бы. Они с гоготом прошли вперед и через несколько минут
затянули Уизли, наш король. Уши у Рона стали алыми. Не обращай внимания, приговаривала Гермиона. Она вынула волшебную палочку и заклинанием включила горячий воздух, чтобы растопить в снежной целине тропинку к теплицам. Пришел декабрь со снегопадами и целой лавиной домашних заданий для пятикурсников. С приближением Рождества обременительные стали и обязанности старост для Рона и Гермионы. Они надзирали за украшением замка. Ты вешаешь мне мишуру, а Пивз взялся за другой конец и пробует ею тебя задушить, говорил Рон. Следи за первокурсниками и второкурсниками, чтобы на переменах они не выбегали на мороз. Да чего же нахальные сопляки? Мы на первом курсе не были такими грубыми, говорил Рон. И посменно патрулировали коридоры с Аргусом Филчем, решившим, что предпраздничное настроение приведет к массовым дуэлям юных волшебников. У этого навоз вместо мозгов, негодовал Рон. Они были настолько заняты, что Гермиона даже перестала вязать шапочки эльфам и огорчалась, что еще 3 недоделаны. Сколько бедняк я еще не освободила, и они должны просидеть тут Рождество из-за того, что не хватает шапок, а у Гарри не хватало духу сказать ей, что все ее шапки забирает Добби. Он только ниже склоняется над своими сочинениями по истории магии. О Рождестве ему было вообще не хотелось думать. Впервые за годы учения он очень хотел провести каникулы вне Хогвартса. После исключения из команды и из-за того, что Хагриду угрожал испытательный срок, школа его тяготила. Единственное, что обрадовало бы собрание ОД. Но в каникулы их не будет. Почти все ребята разъедутся по домам. Гермиона собиралась кататься на лыжах. Идея такого отдыха позабавила Рона, впервые услышавшего, что маглы нацепляют на ноги дощечки и катаются по горам. Рон уезжал домой в нору. Несколько дней Гарри снедала зависть, пока в ответ на его вопрос, как Рон поедет домой, тот не сказал: «Ты ведь тоже едешь? Разве я не говорил? Мама месяц назад написала мне и велела тебя пригласить». Гермиона сделала большие глаза, но Гарри воспрял духом. Перспектива провести праздники в норе была чудесной, только одно ее омрачало. Виноватое чувство, что с ним не будет Сириуса. Он даже подумал, не уговорит ли миссис Уизли, чтобы она пригласила Крестного, но вряд ли Дамблдор позволит Сириусу покинуть площадь Грима, да и миссис Уизли может не захотеть. Уж больно часто они с Сириусом припираются. Сириус не подал о себе вести с тех пор, как последний раз появлялся в камине, и хотя Гарри понимал, что Амбридж настороже и связываться с ним рискованно, ему неприятно было думать о том, как Сириус сидит один в старом материнском доме и бесится, коротая время с Кикимером. На последний перед праздником сбор ОД Гарри пришел выручать комнату рано и был очень рад этому, потому что когда вспыхнули факелы, оказалось, что Добби взял на себя труд украсить к Рождеству помещение. Ясно было, что это дело его рук. Никому больше в голову не пришло бы развесить под потолком сотню золотых игрушечек с изображением Гарри и подписью «Гарри, Гарри, моя звезда». Едва он успел сорвать последнюю, как дверь со скрипом отворилась и вошли Полуна Лавгуд, мечтательная, как всегда. «Здравствуй», задумчиво сказала она, оглядывая то, что осталось от украшений. «Красиво, это ты развесил?» «Нет, Добби, эльф-домовик». «Амела?» Она сонно показала на большую гроздь белых ягод почти над самой головой Гарри. Он выскочил из-под нее. «Правильно сделал», — серьезно сказала Полуна. «Она часто бывает заражена наглами». От необходимости спросить, что это такое, наглый Гарри был избавлен приходом Анжелины, Кэти и Алисии. Все 3 запахались и выглядели замерзшими. Анжелина сняла плащ, кинула в угол и хмуро сказала: «Мы наконец нашли тебе замену». «Мне замену?» — с недоумением повторил он. «И тебе, и Джорджу, и Фреду», — сердито уточнила она. «Взяли нового ловца? Кого?» «Джинни Уизли». Гарри смотрел на нее ошалело. «Сама знаю». Анжелина вынула волшебную палочку, согнула и разогнула руку. «Но она ничего. Оказывается, не ты, конечно». Анжелина одарила его очень недобрым взглядом. «Но коль скоро ты недоступен...» Его так и подламывало сказать: «Неужели ты думаешь, что я не жалею 100 раз больше тебя о своем исключении?» Но он удержался и по возможности ровным тоном спросил: «А кто загонщики?» «Эндрю Крэг», — без восторга
сообщила Анджелина, и Джек Слоупер. Звезд с неба не хватает, но по сравнению с идиотами, которые вызывались. С приходом Рона, Гермионы и Невилла этот гнетущий разговор оборвался, а еще через 5 минут в комнате стало так людно, что Гарри стал недосягаемым для горящего укоризненного взгляда Анджелины. «Хорошо», — сказал он, и собрание утихло. «Я думаю, сегодня мы повторим то, чем занимались в прошлые разы. Это последняя встреча перед каникулами, и не имеет смысла начинать что-то новое, если впереди перерыв в 3 недели». «Ничего нового не будет?» — шепотом слышны всей комнате недовольно спросил Захария Смит. «Знал бы, не пришел». «Эх, жалко, Гарри тебя не предупредил», — сказал Фред. Несколько человек засмеялись, среди них и Джоу, и у Гарри опять что-то оборвалось внутри, словно под ногой не оказалось очередной ступеньки. «Будем работать парами», — сказал он. «Для начала 10 минут. Чары помех. Потом разложим подушечки, оглушающее заклятие». Разделились. Гарри, как всегда, стал против Невилла. Комнату огласили резкие выкрики. «Импедимента!» Она застывает на минуту-другой, в это время вертит головой, смотрит, как идут дела у остальных пар. Потом первый приходит в себя, и теперь его очередь наводить чары. Невилл усовершенствовался до неузнаваемости. После того, как он трижды заморозил Гарри, тот по обыкновению передал его Рону и Гермионе, а сам пошел смотреть, что получается у других. Когда он поравнялся с Джоу, она радостно улыбнулась ему. Он поборол искушение пройти мимо, но все еще несколько раз. Поупражнявшись 10 минут в чарах помех, они разложили по полу подушечки и занялись оглушением. Пространства было слишком мало, чтобы всем заниматься одновременно. Половина группы наблюдала за другой, а потом они менялись. Гарри смотрел на них работу, и его буквально распирало от гордости. Правда, Невилл оглушил вместо Дина, в которого целился его соседку Падму Патил, но промах был гораздо меньше обычного, и все остальные тоже действовали успешнее, чем прежде. Через час Гарри скомандовал: «Стоп! У нас уже очень хорошо получается», — сказал он, обводя их довольным взглядом. «Когда вернемся с каникул, попробуем что-нибудь покрепче, может даже Патронуса». В ответ взволнованный гомон. Стали расходиться, как всегда, по двое, по трое, прощаясь, желали Гарри счастливого Рождества. Веселый он собрал вместе с Роном и Гермионой подушечки и аккуратно складировал. Рон с Гермионой ушли, а он остался, потому что задержалась Джоу, и он надеялся услышать от нее счастливого Рождества. «Нет, ты иди», — сказала она своей подруге Мариетте, и сердце у него радостно подпрыгнуло чуть не до самого кадыка. Гарри сделал вид, что поправляет стопку подушек, теперь они остались вдвоем, и он ожидал, что Джоу заговорит. Вместо этого услышал громкое шмыганье. Он обернулся и увидел, что Джоу стоит посреди комнаты, и по щекам ее текут слезы. «Что такое?» Он не знал, как поступить. Джоу стояла и беззвучно плакала. «Что случилось?» – беспомощно спросил он. Она покачала головой, утерла слезы рукавом и хрипло сказала: «Извини, наверное, мы тут учим эти заклинания, и я подумала, если бы он их знал, то остался бы жив». Сердце у Гарри ухнуло вниз и остановилось где-то на уровне пупка. Какой же недогадливый. Она хотела поговорить о Седрике. Он все это знал. И очень даже хорошо. Иначе не дошел бы до центра лабиринта. Но если Волан-де-Морт решит тебя убить, у тебя нет никаких шансов. При имени Волан-де-Морта Джоу икнула, но глаз от Гарри не отвела. «А ты не умер, хотя был еще младенцем», – тихо сказала она. «Ну да, устал», – отозвался он и пошел к двери. «Не знаю почему, и никто не знает, так что гордиться тут нечем». «Нет, не уходи», – сказала она со слезами в голосе. «Извини, что я тут распустилась. Я не собиралась». Она опять икнула, даже с красными опухшими глазами. Джоу была красива. Гарри чувствовал себя несчастным. Насколько было бы приятнее, если бы она просто пожелала счастливого Рождества. «Я понимаю, как тебе сейчас тяжело», — сказала она и опять вытерла рукавом слезы. «Я заговорила о Седрике, а он умирал у тебя на глазах. Ты, наверное, хочешь все это забыть?» Гарри не ответил. Она правильно его поняла, но было бы черствостью с его стороны признаться в этом. «Ты правда хороший учитель», — Джоу улыбнулась сквозь слезы. «До сих пор я никогда не могла оглушить». «Спасибо», — смущенно сказал он. Они смотрели друг другу в глаза. Гарри сгорал от желания выскочить из комнаты.
но ноги его приросли к полу. Джоу показала на потолок над его головой Амелла. Да, во рту у него пересохло, но, наверное, кишит нарглами. Кто такие нарглы? Понятия не имею. Джоу подошла ближе. Он сам как будто был оглушен. Лучше спроси Полуну Лавгуд. В смысле Полуну? Джоу издала странный звук. Не то хихикнула, не то всхлипнула. Теперь она стояла совсем близко. Он мог бы пересчитать веснушки у нее на носу. Ты мне очень нравишься, Гарри. Он не мог подумать. Во всем теле странно покалывало. Руки и ноги отнялись. Мозг тоже бездействовал. Она была слишком близко. Он видел каждую слезинку на ее ресницах. Получасом позже, вернувшись в гостиную, он застал там Рона и Гермиону на лучших местах перед камином. Почти все уже разошлись по спальням. Гермиона писала длиннейшее письмо. Исписана была половина свитка, конец которого свешився со стола. Рон валялся на коврике и домучивал сочинение по трансфигурации. «Ты чего там застрял?» – спросил он, когда Гарри уселся в кресло рядом с Гермионой. Гарри не ответил, он был в шоке. Половина его жаждала поведать другим о том, что с ним произошло, другая половина желала унести эту тайну в могилу. «Ты нездоров?» – спросила Гермиона, глядя на него поверх своего пера. Гарри неопределенно пожал плечами. По правде он сам не понимал, здоров он или нет. «В чем дело?» – сказал Рон, приподнялся на локте, чтобы лучше его видеть. «Что случилось?» Гарри не знал, как к этому подступиться, да и не был уверен, что хочет рассказать. И как раз когда решил ничего не говорить, Гермиона сама взялась за дело. «Это Джоу?» – деловито спросила она. «Она зацепила тебя после урока?» Ошеломленный Гарри кивнул. Рон засмеялся было и сразу осекся под взглядом Гермионы. «Так, это что ей надо?» – спросил он с напускным равнодушием. Она, вдруг осипнув, начал Гарри, потом откашлялся и начал снова. «Она? Целовались?» – все так же деловито спросила Гермиона. Рон сел так порывисто, что чернильница подкатилась по коврику. Не обратив на нее внимания, он алчно вперился в Гарри. «Ну?» Гарри перевел взгляд с его насмешливо любопытного лица на сосредоточенную Гермиону и кивнул. «Ха!» Рон ликующе скинул кулак и разразился громовым хохотом, заставляющим вздрогнуть двух робких второкурсников у окна. Глядя, как Рон катается по ковру, Гарри невольно расплылся в улыбке. «Ну?» – выговорил наконец Рон. «Как это было?» Гарри немного задумался и честно ответил: «Сыро». Рон отреагировал непонятным звуком, который мог означать и торжество, и отвращение. «Потому что она плакала», – серьезно объяснил Гарри. «Ну?» – улыбка Рона притухла. «Так плохо целуешься?» «Не знаю, Гарри эта мысль не приходила в голову». И он несколько встревожился. «Может быть». «Да нет, конечно», – рассеянно сказала Гермиона, не отрываясь от письма. «А ты-то почем знаешь?» – с некоторой настороженностью спросил Рон. «Потому что Джоу теперь все время плачет», – рассеянно сказала Гермиона. «И за едой, и в туалете, повсюду. Надо думать, поцелуи ее немного развеселят», – ухмыльнулся Рон. «Рон», – назидательно сказала Гермиона, погрузив перо в чернильницу. «Ты самое бесчувственное животное, с каким я имела несчастье познакомиться». «Это что же такое?» – вознегодовал Рон. «Кем надо быть, чтобы плакать, когда тебя целуют?» «Да», – сказал Гарри с легким отчаянием в голосе. «Почему так?» Гермиона посмотрела на друзей чуть ли не с жалостью. «Вам непонятно, что сейчас переживает Джоу?» «Нет», – ответили они хором. Гермиона вздохнула и отложила перо. «Но очевидно, что она глубоко опечалена смертью Седрика. Кроме того, я думаю, она растеряна, потому что ей нравился Седрик, а теперь нравится Гарри, и она не может решить, кто ей нравится больше. Кроме того, она испытывает чувство вины. Ей кажется, что, целуясь с Гарри, она оскорбляет память о Седрике. И ее беспокоит, что будут говорить о ней, если она начнет встречаться с Гарри. Вдобавок, она, вероятно, не может разобраться в своих чувствах к Гарри, ведь это он был с Седриком всегда, когда Седрик погиб. Так что все очень запутанно и болезненно. Да, и она боится, что ее выведут из коктерванской команды по квиддичу, потому что стало плохо летать». Речь была встречена ошеломленным молчанием. Затем Рон сказал: «Один человек не может столько всего чувствовать сразу. Он разорвется. Если у тебя эмоциональный диапазон, как у чайной ложки, это не значит, что у нас такое же.
сварливо произнесла Гермиона и взялась за перо. «Она сама начала», — сказал Гарри. «Я был не вроде подошла ко мне, а потом смотрю, чуть ли не всего слезами залила, и я не знал, что делать». «Не вини себя, сынок», — сказал Рон. Видимо, вообразив эту тревожную картину, Гермиона оторвалась от письма. «Ты должен был отнестись к ней чутко. Надеюсь, так и было?» «Ну», — Гарри ощутил неприятный прилив жара к лицу. «Я вроде похлопал ее по спине. Еще бы чуть-чуть, и Гермиона, кажется, возвела бы глаза к небу». «Могло быть и хуже», — сказала она. «Ты намерен с ней встречаться?» «Придется, наверное. У нас же собрание ОД, правда?» «Ты знаешь, о чем я?» — в сердцах сказала Гермиона. Гарри ничего не ответил. Слова Гермионы раскрыли перед ним пугающую перспективу. Он пытался вообразить, как идет куда-то с Джоу, например, в Хогсмит, и проводит наедине с ней многие часы. Конечно, она ожидает от него приглашения после того, что сегодня произошло. От этой мысли внутри у него что-то болезненно сжалось. «Ну что ж», — сухо сказала Гермиона, с головой уйдя в свое письмо, «у тебя будет масса возможностей пригласить ее. А если он не хочет ее приглашать», — сказал Рон, наблюдавший за Гарри с несвойственным ему пристальностью. «Не говори глупостей. Она давным-давно ему нравится». Гарри промолчал. Да, Джоу давным-давно ему нравилась, но всегда он представлял себя с ними вдвоем. Джоу в этой сцене была радостней, а не той Джоу, которая проливала слезы у него на плече. «А кому ты вообще пишешь этот роман?» – спросил Рон у Гермионы, пытаясь прочесть ту часть пергамента, которая свесилась уже на пол. Гермиона отдернула ее. «Виктору». «Краму? А сколько еще у нас Викторов?» Рон ничего не сказал, но вид у него был недовольный. 20 минут они провели в молчании. Рон дописывал сочинение по трансфигурации, то и дело раздраженно крякая и зачеркивая фразы. Гермиона неутомимо писала письмо и, исписав пергамент до конца, свернула его и запечатала. Гарри смотрел в огонь и мечтал о том, чтобы там появилась голова Сириуса и дала ему какой-нибудь совет насчет девушек. Но пламя только потрескивало и оседало, покуда красные угли не обратились в золу, и тогда, оглянувшись, Гарри увидел, что они опять остались последними в гостиной. «Ну, спокойной ночи». Гермиона широко зевнула и ушла по лестнице в девичью спальню. «И что она нашла в краме?» – сказал Рон, когда они поднимались по лестнице. Гарри подумал и сказал: «Наверное, он старший и играет за сборную страны в квиддич». «Ну, а кроме», – досадовал Рон, – «мрачный тип и все». «Да, мрачноват», – согласился Гарри, целиком занятый мыслями о Джоу. Молча они разделились и надели пижамы. Дин, Симус и Невилл видели уже 10-й сон. Гарри снял очки, положил на тумбочку и лег, но полог не задернул и стал смотреть на квадрат звездного неба в окне возле кровати Невилла. Мог ли он подумать прошлой ночью, что через 24 часа поцелует Джоу Чанг? «Спокойной ночи», — буркнул справа Рон. «Спокойной ночи. Может, в следующий раз, если до этого дойдет, она будет не такой печальной. Надо было пригласить ее. Она, наверное, этого ждала и теперь очень сердита на него. Он лежит и все еще плачет». Он не знал, на него или лежит и все еще плачет по Седрику. Он не знал, что думать. Объяснения Гермионы не внесли никакой ясности, только еще больше все усложнили. «Вот чему нас должны здесь учить», — думал он, повернувшись на бок. «Как работает голова у девочек, это было бы полезней прорицаний». Невилл засопел во сне. Где-то в ночи ухнула сова. Гарри снилось, что он в выручай комнате. Джоу обняла его. Джоу обвиняла его в том, что он заманил ее сюда под фальшивым предлогом, что он обещал ей 150 карточек от шоколадных лягушек, если она придет. Гарри протестовал. Джоу закричала: «Седрик дал мне кучу карточек от шоколадных лягушек», и стала горстями вытаскивать карточки из мантии и швырять в воздух. Потом она превратилась в Гермиону, которая сказала: «Ты же обещал ей, Гарри. Я думаю, ты должен дать ей вместо них что-нибудь другое. Может, твою молнию?» А он стал говорить, что не может дать Джоу свою молнию, потому что она у Амбридж. И вообще все это чушь. Он пришел в выручай комнату только развесить шарики в виде головы Добби. Сон переменился. Тело у него стало сильным, гибким, гладким.
Он скользил между блестящими металлическими перекладинами по темному холодному камню. Он скользил по полу на животе. Было темно, но он видел вокруг мерцающие предметы странной переливчатой окраски. Поворачивал голову туда-сюда. На первый взгляд коридор был пуст, но нет. Впереди сидел человек. Его подбородок отвис, и фигура его слабо светилась во тьме. Гарри высунул язык, он ощущал запах человека. Тот был жив, но он дремал. Он сидел перед дверью в конце коридора. Гарри желал укусить человека, и нельзя придраться к желанию, его ждет более важное дело. Но человек зашевелился, серебряный плащ свалился с его ног, и он вскочил. Его неясная мерцающая фигура нависала, он вынул из-за пояса волшебную палочку, и у Гарри не было выбора. Он взвился с пола и раз, другой, третий всадил зубы в тело человека, чувствуя, как хрустели ребра и хнула теплая кровь. Человек кричал от боли, потом умолк, съехал по стене, кровь растекалась по полу. Нетерпимая головная боль. Голова раскалывается. Гарри, Гарри! Он открыл глаза, все тело покрылось холодным потом. Простыни опутывали его, как смирительная рубашка, и казалось, что к голове приложили раскаленную до бела кочергу. Гарри! Над ним стоял перепуганный Рон. В ногах кровати маячили еще чьи-то фигуры. Он схватился за голову, боль заслала глаза. Он свесился с кровати, и его вырвало. Он заболел? Послышался испуганный голосок. Надо кого-то позвать. Гарри, Гарри! Надо сказать Рону, чтобы во что бы ни стало сказать. Хватая ртом воздух, полуослепший от боли, Гарри сел. Он с трудом сдерживал подступающую рвоту. «Твой папа?» – пропыхтел он. «На него напали». «Что?» – не понял Рон. «Твой отец. Его кто-то укусил. Это серьезно. Повсюду была кровь. Пойду позову помощь». Раздался тот же испуганный голос, и кто-то выбежал из спальни. «Гарри, друг», – неуверенно сказал Рон. «Тебе приснилось?» «Нет. Очень важно было, чтобы Рон его понял. Это был не сон, необычный сон. Я был в том, я это видел. Я это сделал». Он слышал тихие голоса Симуса и Дина, и его прислушивающийся к их словам. Боль во лбу понемногу ослабевала, но он еще потел, его трясло как в лихорадке. Слова снова подкатила тошнота, и Рон отскочил назад. «Гарри, ты нездоров!» – проговорил он дрожащим голосом. Невилл пришел за помощью. «Я здоров!» – Гарри заикался и вытер рот пижамой. Его била неудержимая дрожь. «Я в порядке. Ты об отце беспокойся. Мы должны выяснить, где он. Он истекал кровью. Я был огромной змеей». Он пытался встать с кровати, но Рон оттолкнул его назад. Где-то рядом перешептывались Дин и Симус. 1 минута прошла или 10, Гарри не знал. Он сидел, дрожал, чувствовал, что боль потихоньку уходит из шрама. Потом послышались торопливые шаги на лестнице и в гостиной. И голос Невилла. «Сюда, профессор!» Профессор МакГонагал в халате из шотландки, очки на костяной переносице, на костистой переносице, прикрепленные, торопливо вошла в спальню. «Что случилось, Поттер? Где болит?» Гарри никогда еще так не раздосадовался. Сейчас ему нужен был кто-то из Ордена Феникса, а не тот, кто будет хлопать над ним и почесывать ненужными жезлами. «Отец Рона!» Он сел. На него напала змея, и ему плохо. Я видел, как это случилось. «Что это видел? Что значит видел?» Спросила МакГонагал, сводя брови. «Я не знаю. Я спал, а потом очутился там. Хотите сказать, вам это снилось?» «Да нет же. Неужели я из них
Неужели никто из них не поймет? Сперва мне снилось что-то совсем другое, какая-то глупость, а потом вмешалось это. Это было на самом деле, не в моем воображении. Мистер Уизли спал на полу, на него напала гигантская змея. Он истекал кровью, он упал. Надо выяснить, где он. Профессор МакГонагал смотрел на него сквозь рикошетные очки, так словно увидела нечто ужасное. «Я не вру, я не сумасшедший!» Голос Гарри взвился до крика. «Говорю вам, я не видел, как это случилось. Я верю вам, Поттер, надевайте халат, мы идем к директору». Вот мы и зачитали 21 главу. Ставьте лайки, подписывайтесь, пока-пока.